Слава святому Богу! Господь небо и землю сотворил. Бог наш великий, единый. И все, кто призовет имя Господне, спасется. Сегодня я буду говорить на важную тему. Причем это будет у меня как то, что я переживаю в данный момент. И я верю, что Господь благословит всех, кто меня слушает. Вчера я написала своему врачу, что она не смогла со мной общаться, потому что ехала на похорон. И я подумала, почему бы так все не случайно. Вчера мы делали обед годовой за моей мамочкой любимой. Я приняла хлеб и вино перед тем, как идти на обед. Там я не употребляла вина. И у меня начался кашель вечером. Я обратилась к врачу. У меня подтвердился ковид. Ну, я, конечно, переношу его не в такой сложной форме, как 1,5 года назад. Я благодарю Бога за то, что Он милости. Ну, мне открывается, что я вот болею, потому что у меня служение, и просто фактически нету времени писать субтитры, а я должна всему миру. То есть мне Бог дает какой-то такой перерыв, легкую форму заболевания, чтобы я могла подтянуть то, что должна. Почему я не успеваю? Вопрос. Меня мало кто слушает, но есть люди, которые Бог, видно, избрал, что они интересуются тем, что я говорю. Их немного. Все слова уст моих справедливы. Нет в них коварства и лукавства. Иногда я, конечно, говорю с болью в сердце, иногда я говорю с обидой, что люди не воздают честь и славу святому единому Богу. Иногда я где-то кого-то осуждаю. Но просто радуйтесь, что Бог через вас учит нас всех жизни. Научитесь неразумное благоразумию и глупое разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Сегодня я буду рассуждать по книге Притч, 8 глава. Что мне поразило? Что я не нашла вовремя ответ для человека, который называет себя Богом и говорит, что страх Господень — это неправильно. Не надо бояться Бога. Я есть любовь. Человек сам говорит, что я Бог, я есть любовь. Так вот, 13 стих 8 книги Притч, 8 главы книги Притч звучит так. 12 говорит: «Я премудрость, обитая с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидит зло». Вот весь смысл понятия страх Господень. Ненавидеть зло. А дальше гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Что такое коварные уста? Тут переводится как два смысла: разврат, развращение, и второй смысл — ложь и коварство. Вы знаете, я хочу сказать, что сейчас человечество действительно делится на несколько частей, и одна из них этих частей — это те, которые позволяют себе разврат, легкомысленно относятся к вечности и пренебрегают откровением
том, что Бог нас создал в паре. Видно, именно такие люди склонны к коварству. Речь идет о коварных устах. Коварные уста — это те, которые вам поют сладкие песни. Они вам в глаза говорят: все хорошо. Гордость и высокомерие, злой путь и коварные уста я ненавижу. Хотя есть коварство в устах. И со злой речью, чтобы вывести человека из себя, из равновесия. То есть, как бы пить по больным местам. Верующим людям, которые исповедуют Иисуса Господом, сложно переносить неправду. Они болезненно это воспринимают, потому что Бог говорит: вы соль земли, вы свет миру. То есть, получается, человек хочет быть светом мира, но его опорочили. Но дело в том, что коварные люди, они почему коварные? Потому что они тоже хотят быть светом миру. Они творят зло, но они хотят быть светом миру, они хотят сделать карьеру. Если верующие люди хотят принести плоть Богу, просто спасать людей вокруг, утешать их, чтобы... потому что Иисус плачет, что люди без пастыря. То коварные люди, они желают карьеры и таким образом тоже хотят понравиться окружающим. Но они для этого не прославляют Бога и не изучают Писание, а закапывают в грязь порядочных людей. Любящие Господа, ненавидьте зло, Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Я люблю, конечно, людей верных, но написано, что праведник 7 раз падает и 7 раз поднимается. И это не, но тот человек, который думает: написано, что я 7 раз паду, 7 раз поднимусь, и творит беззаконие, не задумываясь, он уже неправедник. А этот человек называется нечестивый. То есть нечестивый человек — это тот, который знает много, мало того, и занимает должности в церкви, но он легкомысленно относится к спасению и перекручивает слова, чтобы стоять в свободе, чтобы жить свободно, не задумываясь о своем поведении. Так эти люди просто нечестивые. Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами. Тут ничего не добавишь. В конце концов, они начинают врать, потому что так как они творят беззаконие, а эти беззакония, они не спасают, и когда их уже обличают пророки, то они начинают просто лгать. Мерзость перед Господом путь нечестивого, а идущего путем правды он любит. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. То есть те, кто ненавидит зло и живут в этом, они просто уже... Есть такое понятие рефлекс, да? Просто уже для них святость — это становится рефлекс, они иначе не могут. Это их стиль жизни. Вот, потому что земля богата плодами Божьими. И я уже заметила, как мало человеку нужно для жизни. Можно
ходить в одной одежде, ну, в двух, конечно, чтобы стирать. И я прожила такую жизнь. Так мне Бог испытал. Я долгое время была без работы, и занятие мое было с малым доходом. И я благодарна Богу, что я смогла оплатить коммунальное и жить. И я хочу сказать, что когда началась война в Украине, конечно, все могло быть очень тяжело. Но так Бог дал, что я устроилась на работу, на завод, и дальше тружусь, чтобы оплачивать коммунальные, потому что не хочется потерять свое жилище. Поэтому не трудиться — это тоже зло. Я проповедую о шаббате, но я проповедую для тех, которые трудятся. Потому что кто может понять, почему священники в церкви не проповедуют о шаббате? Почему этого не понимают? Потому что они ленивы, зачастую развращенные. Они сидят на Божьих потоках, но они это тунеядцы, получается. Потому что чем они занимаются, в принципе? Чем они занимаются? Ведь написано: «Призовите пресвитеров в церковь помолиться». Разве они ходят по домам к своим больным? Разве они пасут стад? Есть у них такое? Нет. Где вы видели такое служение, что священник посещал больных? Он посещает только кого? Покойников, когда родные проводят в путь последнего человека и готовы выплатить несколько тысяч, да, на момент, чтобы его отпеть. Там где-то вечность. Я проповедую вечность. На земле. Аргументов у меня достаточно. Я говорю по слову. И в помощь мне еще приходит наука, которая подтверждает, что нету того неба, которое рисовалось у нас на картинках, да. Да, опускались до такого уровня, что Бога рисовали в образе человека и старика, который сидит на тучках. Ну, конечно, это отвлекало человека от Бога. Как моя мама заболела, Аня, моя сестра, говорила на обеде, что мамочки начались проблемы, потому что у меня не было веры в вечность. Кто нам проповедует? Родители, учителя, которых просто заставляли еще некоторых ругать, что они в церковь ходят. Учителя ругали детей, что они в церковь ходят. То есть это, ну, это был ад, действительно. Эта система безбожия, это страшно. Вот. И мне хочется плакать, да. Я плакала от того, что такая сложная жизнь у моей мамы. И сейчас мы тоже в результате, как бы, при социализме была защита. Не было бомжей. Не было бомжей. Это есть. И ну, сейчас легко остаться без работы и потерять многое, потому что коммунальные у нас тоже очень высокие, как за границей. Там люди превращаются в бомжей, потому что все очень дорого. Те минимальные выплаты, это, конечно, на еду хватит, но а как оплатить коммунальные? То есть нужно трудиться. Но на какой работе трудиться? Не все же хотят работать непрестижно, правильно? То есть получается у нас сейчас откровение о том, что есть глубокая несправедливость. Поэтому я рекомендую перестраивать наше производство так, чтобы были как бы такие организации, которые кроме своего определенного вида деятельности занимались бы, может быть, даже клинингом. То есть, чтобы эта уборка была не на одном человеке, который будет унижен, а как бы это все было в форме общественной деятельности. Может быть, даже не оплачиваемой. Это мое такое предложение, что люди не должны гробить свое здоровье на непрестижных работах,
и быть униженной. Вот такое откровение на сегодняшний день. Я чувствую себя нормально, температуры нету, и я благодарна Богу за то, что Он меня бережет. Будьте благословенны.